Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведврата. И сегодня у нас важная, но сложная тема. Ее можно кратко назвать так: как прожить жизнь реально, в опыте, в ощущениях, а не в мечтах, иллюзиях, заблуждениях, картинках в голове. Или можно сформулировать по-другому. Если я хочу некоторого опыта, результата, состояния жизни, то как мне действовать правильно, чтобы двигаться к этому опыту, получать его, а не просто мечтать о нем, или ждать его, или думать о нем. И как обычно, наши видеовыпуски основаны на письмах наших зрителей, слушателей, как назвать тех, кто поддерживает, поддерживателей, да, саппортеров, тех, кто нас поддерживает. И это было такое письмо. Скажите, как прожить опыт в реальности, а не пытаться прожить его в голове? То есть не зацикливаться на мыслях. В частности, я хочу получить некий опыт, потому что мне его не хватает в жизни. Но при этом представляются картинки, образы, слова. Как с этим справиться, чтобы жить в реальности, в действительности, а не в воображении, не в картинках в голове? Итак, у меня будет 3 ответа на этот вопрос с точки зрения ведической психологии, с точки зрения ведической астрологии Джотиш и с точки зрения тантра-йоги, да, тантрических практик, с точки зрения йоги и мистики. Итак, ведическая философия нам говорит о том, что картинки в голове вместо реального опыта – это распространенное явление. Причина в том, что если нам чего-то не хватает, каких-то ощущений, например, ощущений в отношениях, ощущений от достижений, ощущений от приключений или путешествий и так далее, то наш ум, который мы называем мозгом, он пытается вот эту нехватку компенсировать. И он делает то, что он может. Он создает симуляцию этого опыта, как мечты, как картинки будущего, как образы или как думание об этом. Хотя бы чтобы с помощью вот этой вот симуляции получить приятный опыт. Так называемый опыт удовлетворенности достижением. То, что называется в физиологии, да, гормоны счастья или гормоны радости, дофамин. И есть такие пословицы, допустим, вот дурень богатее думками. То есть дурень, он живет в мыслях, в идеях, и он там уже богатый и успешный. Но это только его, как сказать, мысли и фантазии. Кроме того, если человек не может справиться с реальностью, она ему не нравится, он не знает, что делать, у него нет авторитета, нет знаний, тогда он пытается уйти от реальности разными способами. И один из них – это уйти в мечты, в фантазии, которые также иллюзорны, как другие уходы, допустим, в употребление каких-то веществ или какие-то игры или подобные действия. Значит, практические советы с точки зрения ведической психологии. Во-первых, нужно правильно относиться к голове и к мыслям. То, что голова думает, это хорошо. Если нам нужно думать, мы применяем голову. Допустим, это обработка информации, да, решение математических или других логических задач, да, планирование. Вот. Но если нам нужно что-то почувствовать, голова нам не поможет, потому что голова не может чувствовать. И нам нужно всегда помнить, что в голове мысли, в груди чувства, в животе чаще всего желания, а в тазу есть инстинкты и потребности. Вот. И с самими мыслями не нужно бороться. Если нам мысли мешают, то первый практический совет при правильном отношении к мышлению в голове, нужно быть наблюдателем, в том числе и за мыслями.
ну, как бы практическая рекомендация применения этого совета. Если я замечаю, что фантазии, ложные картинки будущего мне мешают, я должен сам себе сказать, ну я же человек, я же осознанный, вот, говорю себе, что мышление мне показывает то, чего на самом деле нет, и перевести свое внимание на что-то другое. Вторая рекомендация. Стоит вернуться к опыту реальных ощущений. И мы помним, что у нас есть 5 органов восприятия. Вот. Для того, чтобы вернуться в ощущения, нам следует получить все эти 5 восприятий. То есть найти 5 объектов, которые дают мне 5 восприятий. То есть упражнение такое. Поскольку у меня есть слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, тогда мне нужно найти объект, который я вижу реально, не в голове фантазии, объект, который я могу потрогать, объект, который я могу услышать, объект, который я могу понюхать и объект, который я могу вкусить. И в принципе многие подумают, что вкусить можно только еду, но возьмите там кусочек бумаги чистой, пожуйте и узнайте, какая бумага на вкус. Даже если вообще ничего нет, или вы не можете ничего положить себе в рот, попробуйте на вкус своего же языка. Вот, то есть вот этот 5 объектов восприятия, танмантры для 5 органов восприятия, индрий, пробуждают реальный опыт окружающей и существующей реальности. Следующее, что может помочь в контексте психологического совета, это перейти в существующую реальность с помощью действия. То есть посмотреть для этой цели, что я могу сейчас сделать. Начать действовать. Допустим, взять на бумаге, записать пункты, записать план. Даже если я ничего не могу сделать какое-то другое физическое действие. Допустим, мужчина может просто без всяких, как назовем, тренажеров и других спортивных инвентаря, просто взять и сделать там 20-30 оттисканий, отжиманий от пола. Вот, можно сделать 100 приседаний. То есть либо сделать какое-то конкретное физическое действие, связанное с тем, что мне нужно, с моим нужным опытом, с моими задачами, целями, или сделать другое, но реальное физическое действие. Даже просто вот взять и пройтись. Вот. И иногда действие может быть очень узконаправленным и реально полезным. Допустим, если у меня цель больше общаться, и я не знаю, где мне это общение найти. Я хожу в соцсети, ищу какие-то сайты знакомств или программы для знакомств. Ну, оденьтесь и выйдите в кафе или, как это называется, место, где пьют кофе. Вот, и поговорите, даже если там нет посетителей, с тем, кто делает кофе, с баристой. Там. Вот, сходите в магазин, поговорите с продавцом. И у вас будет общение реальное, а не то, которое я ищу и о котором я мечтаю. Вот, если не хватает путешествий, то не нужно ждать отпуска, собирать деньги и ехать куда-нибудь там на острова, куда-нибудь там в Мексику или в Индию или еще куда-то. Но если вы ходите на работу или на учебу, пройдитесь другим маршрутом. Пройдитесь часть пути пешком, а не на транспорте. Или просто выйдите и пройдитесь. Вот. И, может быть, это не совсем то, чего вы хотели, да? Вы хотели куда-нибудь там на какие-то острова. Но то нереальная, неживая фантазия, а опыт пройтись по парку, по двору, по лесу, даже по дороге, по улице, по автостраде, это реальная, живые ощущения. Вот. И много будет ухода в голову, это как вот не то что от безделия, да, лезут дурные
мысли в голову, когда человеку нечем заняться. Вот. Я не знаю, как это правильно сформулировать, это бывает во многих и произведениях, и в притчах. То есть, если нечего делать, то дурные мысли лезут в голову. Надо чем-то заняться. То есть, не знаете чем, но загрузите тело. То есть, физическое упражнение. Там, для женщин может быть йога, то есть хатха-йога. Для мужчин боевые искусства. Физический труд. То есть, пойдите там, соберите листья, вскопайте что-нибудь, как это, палисадник или цветник. Да, пройдитесь, что-то куда-то отнесите, кому-то чем-то помогите, задействуйте себя телесно. Если это сложно, просто задействуйте руки. То есть идеально это лепка. Там, из чего мы можем лепить? Из пластилина, из теста, из глины. Ну, рисуйте. Мужчина может заняться слесарным, столярным делом, да? Вот. Конструкторы какие-то сделать. То есть что-то, займите чем-то руки, и вы получите реальный опыт. То есть вы берете там отвертку, винт, гайку, ключ, что-то прикручиваете. Вот уже это реальный опыт. И для этого не всегда нужны какие-то сложные приспособления. Вот. И при этом это будет реальный телесный опыт. Значит, ответ с точки зрения ведической астрологии Джотиш. В основном будет базироваться на книгах классических, таких как Брихат Самхита. И там важны разделы, когда описываются грахи, описываются бхавы и описывается мышление человека, то есть его восприятие и сознание. Вот. И в частности книга Брихат Самхита вот эту вот проблему или задачу, да, трудность, тема, которая является рекомендацией, формулируется следующим образом. Человек застревает в голове в иллюзорных картинках, потому что у него есть фиксация или зацикливание его восприятия, то есть манаса, на словах, названиях, на информации, на шаблонных формах, на стереотипных форматах. Это будха. Иногда это зацикливание или фиксация на будущем, на фантазиях, на мечтах, иллюзорных мечтах, да, на ложных планах, на ожиданиях, то есть на иллюзиях. Это раху. И когда восприятие, то есть воспринимающий ум манас уходит туда, тогда он уходит и от осознанности, и от реальных объектов восприятия. И поэтому становится меньше реальных действий. Значит, первое, что нужно сделать, понять сам как бы вот этот вот внутренний механизм восприятия сознания человека, почему я могу застревать в картинках и словах вместо реального опыта и действий. Вот куда направлено внимание восприятия, оттуда и идут потоки восприятия. Да? На что я сфокусирован, то я воспринимаю. И если я сфокусировался на воображении, на картинках или на словах, тогда я или сознание, то есть атман, осознает то, что попадает в манас. И это может быть чаще, это в нашем случае является нереальным. Вот. Почему? Потому что манас обратил внимание вот эту вот четвертую иллюзорную реальность и ушел от органа восприятия, от индрий, то есть от чувствования, от сенситивности, но от чувствования, да. И тогда объекты как бы для него исчезают. И то, что находится реально вокруг, как реальные объекты внешней реальности, для него становится незаметным, хотя оно никуда не девается. Что же с этим делать? Вот в разделе о бхавах описано, что каждая бхава имеет 5 уровней проявления. Верхний, эфирный, это то, что мы осознаем в контексте бхавы. Следующий, ниже, воздушный, это то, что мы думаем в контексте результатов сферы жизни бхавы. Да? Средний, огненный, это то, как я взаимодействую как личность, то, что меня мотивирует
там, где нужно проявить свою волю, иметь цели, принимать решения и действовать. Ниже 4-й, водный уровень, это уровень телесности, плоти, плотности, физический уровень. И еще ниже это земной, то есть объектный, объективный, проявленный конкретный уровень. И поэтому, если человек находится вот это, как вот этот, в воздухе, уровень ветра или воздуха, вот, тогда иногда это нужно, но вот в этой ситуации это мешает, и человеку нужно спуститься вниз, в хорошем смысле этого слова, то есть заземлиться, почувствовать, что есть реальная объектная земля, это материальное проявленное окружение, в нем есть предметы, вещи, в нем есть факты, места, то есть реальные объективные события. И от них я могу получить ощущение, физический телесный опыт. И этот опыт я могу впитывать. То есть вот тут нужно спуститься вниз по уровням проявлений бхав в эту реальное взаимодействие с внешними объектами. Упражнений может быть много. Допустим, вот обратить внимание, а что я чувствую в теле. Тело расслабленное, напряженное. Телу холодно или тепло. Оно находится как бы в безопасности или в осторожности. Что чувствуют отдельные части моего тела. И дальше какие объекты, что предметы находятся вокруг меня и как я могу с ними взаимодействовать, чтобы получить ценный для меня опыт. Далее. Приведу несколько, как назовем, поговорок, пословиц, да, мудростей, может быть народных, а может быть литературных. Допустим, вот мне еще с детства нравилось такое выражение: сколько не говори халва, во рту сладко не станет. Это восточная как бы формулировка. Есть аналогичная там славянская, да, от слова мед в горле не потеплеет. Или как бы более широкая: словами сыт не будешь, разговорами каши не сваришь, соловья баснями не кормят, сколько ни говори, огонь не согреешься. Вот, то есть слова не заменяют реальные действия и реальный опыт. Вот, поэтому нам нужно быть внимательными. Вот, вместо того, чтобы взять, пойти и сделать, мы много об этом говорим. Либо вовне, либо кому-то, либо с кем-то, либо о чем-то, либо сами собой, вместо того, чтобы пойти и сделать. Это была еще, по-моему, такая жванецкая очень хорошая формулировка, афоризм. Мы долго говорили, что надо это сделать, и потом долго говорили, почему же мы это не сделали. Задумайтесь об этом. Вот. Следующее, что нужно помнить, что в контексте джотиша не хватает силы мангалы, то есть огня личности. Не хватает воли, мотивации, решимости и способности действовать. Почему? Картинки в голове, они сильно отвлекают. Это человека уводит не только от тела, но и от личности, индивидуальности, персональности. Уменьшается этот огонь, и он теряет энергичность, теряет напор. Как вот это вот яркий пример, да, это какие-нибудь там гусары или кавказцы. У них много энергичности, вот, много воли, мотивации. Вот, мечтание, картинки в голове и думание, да, оно уводит от этого огня, уменьшается сила огня личности, уменьшается решительность, в том числе и смелость, уменьшается воля и мотивированность, и поэтому действующее я, мангала, ему сложнее принять решение и действовать. Что делать? Это пробуждать личность, в частности, хотя бы маленькими действиями. Помните, это как бы известное то ли видео, то ли совет. Начните хотя бы с чего-то, да, то есть заправьте свою постель, да, напишите там список задачей, а еще лучше целей, да, не желаний, не мечтаний, а целей и вытекающих из этого задачей. Либо напишите смысл, да, суть, ради чего.
Напишите смысл, для чего все это нужно. Это маленькое действие, это уже что-то, а потом из него вытекают более подробные. То есть я знаю смысл, из этого смысла вытекает направление, стратегия, из этого вытекают цель или цели, и из этого цель можно разбить на задачи. И тогда можно начать с чего-то малого. То есть для начала там пойти и навести где-то порядок, подготовить, да, подготовиться к действию, а потом уже действовать. Иногда это называют там правила маленьких шагов, но так тоже можно называть. Но начните хотя бы с чего-то, да. Вот. Действие даст минимальный результат, будет удовлетворение этим результатом, да, как вот награждение, да, награда. И будет больше тенденции совершить следующее действие. Еще одна рекомендация на основании Джотиша, оно есть в книге Убрихат Самхита, совет такой, то есть отбросьте иллюзии как миражи. В Убрихат Самхите описывается Гандхарва Нагара, то есть города из облаков, облачные города. Иногда говорят облачные замки, но это что-то в небе, что является призрачным, миражом, фата моргана. Вот. И иногда кажется, что этот мираж реально существует. Иногда город, да, или какая-то иллюзия оптическая выглядит как настоящая. Но все-таки я должен понимать, что это иллюзия, это мираж. И оно более навязчивое. И нужно это осознавать. То есть оптическая иллюзия, она интересная, да, она удивительная, как это так получается, что я это вижу, но этого нет. Но этого не существует. И его не можно взять, потрогать. Он неосязаемый и неощущаемый. А реальный город — это вот улицы, дороги, дома и что там еще есть в городе. Оно все реальное, оно осязаемое, ощущаемое. По этой аналогии мы должны понимать, что реальный опыт, он тоже не мысленный в голове, а он ощутимый, то есть осязаемый. Либо телесный, либо тактильный, но он вещественный, то есть конкретный и реальный. Как вот тоже было такое восточное выражение, чтобы узнать, спелый ли персик, его нужно пощупать. Следующая рекомендация с точки зрения Джотиша: помнить, что все основано на нашем опыте существования или бытия. Это опыт «я есть» или «я существую», это опыт Сурьи. Вот, и поэтому высший вот этот опыт существования, он нам может помочь. Как бы простой такой детский или наивная рекомендация. Вот солнце просто есть, и оно светит. И оно не думает, не фантазирует, не анализирует, не мечтает о том, что светить или как светить. Оно просто светит. Оно излучает свет. Вот. Во мне тоже есть солнце, и я тоже должен что-то излучать. Меньше думать, меньше фантазировать, меньше мечтать, а больше излучать. И осознавать, что именно я излучаю, куда и почему. Вот. В Брихат Самхите есть интересная цитата. Вот. Она связана с йогой как технологией познания и с йога-сутрами. Атма, которая плотно, интенсивно медитирует или думает, да, тхьяна, медитатио, о некотором объекте, принимает форму того объекта, этого объекта. Вот, поэтому, если я думаю об опыте, который мне нужен, которого мне не хватает, то я становлюсь вот этой вот дефицитом, нехваткой. Вот. А если я направляю внимание атмы не на думание об опыте и о том, что мне его не хватает, а на настоящую реальность, где есть объекты и взаимодействие с ними, тогда я становлюсь реально взаимодействующим, то есть живым, настоящим, реально существующим. Следующий, третий ответ, да. Это будет ответ на основании в основном книг нашей школы. Я потом их в конце дам название. Книги про грахи, книги про Тантра Джотиш, книги про чакры,
книги об уровнях ощущений и состояния человека и нумерология. Итак, мы назовем это подходом тантра Джотиша или тантра йоги как технологии познания и взаимодействия с внешним миром. И в этой системе координат мы будем говорить о том, что опыт, который человек хочет получить, он пытается найти через интеллект, то есть через голову. Но голова предназначена для того, чтобы думать, и не имеет возможности чувствовать. То есть голова именно не как анатомия, а голова как уровень жизни, уровень способностей. Голова для того, чтобы думать, да? А грудь для того, чтобы чувствовать. И поэтому, если нужен опыт ощущений, чувствования, то нужно искать его не в голове. В голове можно принять решение, что-то осознать, выбрать стратегию, путь. Но потом почувствовать нужно другими частями тела. Грудью, животом или тазом. Поэтому голова должна дать мне путь, решение, стратегию. Но сам опыт ощущения я должен получить в теле. Можно сказать в душе, в груди, да, можно сказать в телесности. И из этого вытекают такие рекомендации. Всегда нужно помнить, что картинки, то есть образы, мысли, не тождественны реальным ощущениям. Я не знаю, на каком-то примере лучше объяснить. Фраза вроде бы простая, но ее трудно понять. Но вы едете куда-то, где вы никогда не были. В другой магазин, в другой торговый центр, в другой город, в другую область, в другую страну, да, в другую религию. И вы рисуете картинки. А там будет так, а там будут такие ощущения, там будут такие-то люди, там будет такое-то помещение, пространство. И когда приезжаете, там все не так. Зачем нужно было, надумывать, мечтать, фантазировать, предугадывать, как там будет? Потому что все будет совсем не так, как вы думали. То есть, не думайте о будущем, а просто ждите, когда оно пройдет. Как было в одном фильме, ты чего ждешь? Я жду того, что будет. Ты ждешь чего-то конкретного? Нет, я жду того, что будет. То есть ты как-то, ожидаешь чего-то, как уповаешь, надеешься, мечтаешь. Нет, я жду того, что будет. То есть я знаю, что мне делать, и жду того, что будет. Делай, что должен, а будет так, как будет. Поэтому не предугадывайте то, что вы получите в будущем. На это уходит очень много времени. То есть знайте свой смысл, исходя из этого, идите своим путем, исходя из этого правильно выбирайте цели, принимайте решения, исходя из этого правильно их распределяйте на задачи. Но не пытайтесь предугадать, что из этого все выйдет. Как это еще говорится, мы можем выбрать намерения и действия, но это никогда не гарантирует результат, который мы получим. То есть голова, там у нас есть разум или интеллект, или мышление. Они занимаются в основном мыслями, то есть мыслеформами, словами, названиями, формулировками, концепциями и даже идеями, но не занимаются чувствованием. Интеллект может дать нам схему реальности, но не саму реальность. Поэтому, если мне кажется, что в голове я могу получить опыт, это лишь имитация, суррогат или подделка опыта. Как например, рецепт блюда или фотография блюда не заменяет мне само блюдо, саму еду, сам вкус, само ощущение от этого пищи. А где же у меня ощущения? Внутри. То есть моя жизнь проходит внутри меня. Не во мне, не в объектах, не в голове, не в фантазиях, а внутри меня. То есть жизнь это поток ощущений. Где я проживаю ощущения? Внутри. То есть это очень важно помнить, и это написано во всех книгах, книгах о грахах. И о трех реальностях. То есть жизнь это ощущения,
или поток ощущений, изменение ощущений, это ощущение внутри. Тогда что же делать? Надо правильно переключаться. Переключаться в хорошем смысле этого слова. И вот есть такой как бы банальный, но правильный совет. Надо выключить голову и включить ощущения. Как это сделать? То есть вот не визуализируйте, не представляйте, не думайте о том, что будет, не ожидайте ничего. То есть вот эти вот ожидания, они чаще всего тщетны и ошибочны. А что же нужно делать? Правильно управлять своим вниманием. То есть, опять же, есть и в йогических книгах, да, и философских, в йога-сутрах Патанджали, в разных формулировках, внимание – это главный инструмент человека, в том числе для получения опыта. На что направлено мое внимание, то пробуждается, выходит на передний план, в какой-то мере даже усиливается, и это приходит в мое восприятие. Поэтому всегда будьте внимательны, где ваш фокус внимания, на что направлено ваше внимание. Потому что где ваше внимание, там вы получаете опыт жизни. Итак, вы заметили, что вы в голове. Что теперь сделать? Обратите внимание на грудь. И что у вас в груди? Не надо говорить, что там легкие и сердце, да, что у меня там душа. Вот. У вас в груди напряжено или расслаблено? У вас там тепло или холодно? Вы скорее радостны или скорее всего, нерадостны? Какие у вас есть чувства? Психолог бы сказал, отслеживайте свои эмоции. Но я не это имею в виду. То есть, а что вы сейчас чувствуете? Следующее, опускаемся ниже. А что у меня в животе? То есть, я голодный или сытый? Я расслабленный или напряженный? Я чувствую себя здоровым или не совсем здоровым? Я энергичный или я устал? Я хочу действий или отдыха? Я хочу наслаждений или активности? Далее, что у меня в тазу? Вот, там, есть ли у меня какие-то информация от инстинктов? Как вот есть такое выражение, как попой чувствовала. То есть что-то мне подсказывает мой копчик, мой таз, мои инстинкты. Вот. Если какие-то сведения из базового уровня, да, вот, и все уже не до картинок в голове. То есть я внимателен к своим чувствам, я внимателен к своим желаниям, я внимателен к своим потребностям. Может, мне давно уже нужно сходить куда-то, например, в туалет. Это потребность, а я этого не замечал. Вот. И вот это вот сразу же отвлекает от фантазий и иллюзий. Следующее, это назовем его метод вкушения, пробования на вкус, да, пробование или дегустации. Вот нам интересно что-то узнать новое. Допустим, какое-то новое животное, которое мы никогда не погладим или даже не увидим. Какая-то фрукт или овощ, который у нас не растет, и мы никогда его не попробуем на вкус. Но нет смысла собирать о нем информацию, смотреть картинки, видео, потому что мы его не чувствуем. Тем более там нет смысла знать его химический состав, это все информация. Поэтому, чтобы узнать, какой он в реальности, то мне нужно его вкусить, попробовать на вкус. Если вот с фруктом или каким-то плодом не совсем понятно, но вот чтобы узнать мужчине, какая женщина, недостаточно смотреть ее фотографии, видео, читать ее биографию или что там еще, общаться с ней через переписку. Надо как-то с ней плотно повзаимодействовать. Вот, и тогда будет понятно, какая она на самом деле. То есть вот это вот вкушение, пробование на вкус, это дает опыт.
Поэтому меньше собирайте информацию, та, которая не дает реального ощущения. То есть вот там, ну, меньше читайте меню, а больше заказывайте и ешьте. Да? Меньше собирайте рецепты, а больше готовьте и пробуйте. И вот это вкушение, оно пробуждает опыт. Там твердое, мягкое, густое, редкое. Вот, и все это. Вот. А не важно там, какой рецепт, да, а сколько там грамм, насколько это полезно, сколько там белков, жиров, углеводов. То есть, а какое оно на вкус. Вот. И там даже шершавое, гладкое, кислое, ну, понятно, соленое или острое. Вот. И это описано как непосредственное восприятие или прямой опыт, в том числе в Юга-сутрах Патанджали. То есть вот важен прямой опыт, непосредственное восприятие. Следующее, что это чередование напряжения, расслабления. То есть если вот нас отвлекают ложные планы, фантазии, мечты или картинки в голове, тогда нужно расслабляться и напрягаться в контексте тела. Допустим, чтобы действовать, нужно сконцентрироваться и напрячься. А для того, чтобы почувствовать, нужно расконцентрироваться и не напрягаться. И поэтому вот эта вот пара, ну как вот в типичном цикле, да, активность, сон, да, работа, отдых, напряжение, расслабление, она должна быть в наших ощущениях, как вот символически называется. Кто хорошо поработал, тот может хорошо отдохнуть. Если я слабо работаю и слабо отдыхаю, то вот эта вот разница между активностью и паузами, да, между напряжением и расслаблением, она уменьшается, и тогда это я не замечаю, я сейчас расслаблен или напряжен. Да? У меня сейчас работа, труд или отдых. Я сейчас распространяюсь или впитываю. У меня задача сейчас кому-то дать почувствовать или самому почувствовать. Следующая рекомендация на основании книг по тантра-джотишу и тантра-йоге. Вот, это технология внимания и благодарности. И, как я уже говорил, из джотиша мы знаем, что самый главный опыт – это «я есть, я существую». Вот, внимание к этому опыту позволяет мне уйти от нереальности к действительности. Надо заметить, осознать, что я есть, что это, скорее всего, хорошо, и я должен кому-то быть благодарен за то, что я есть. И тогда вот эта сила существования в целом и та сила, которая дает существование мне, то есть бытие в целом, это Брахман, мое личное существование, это Атман, они пробуждаются, оживляются. Это реальные, осознаваемые, а не иллюзорные силы. То есть, кого поблагодарить за то, что я есть? Может быть человека, может быть Бога, может быть Сурью, может быть там Ишвару, Брахмана, или как мы его называем. Но я существую, я это осознал, и нужно за это поблагодарить лучше кого-то, а не что-то. Это укрепляет мой опыт существования, бытия, мою осознанность и ответственность за свое существование. И сразу же иллюзии, картинки, мечты, фантазии становятся как бы недостойными чистого существования. Следующее. Мысли или картинки могут быть очень увлекающими и идти в быстром потоке. И когда я наблюдатель, я отмечаю, пришла такая картинка, пришла такая мысль, пришла такая идея, пришло такое воспоминание, да, пришло такое как бы не сообщение, а сведение, не факт, информация, да, то есть какая-то форма, мыслеформа или образоформа. И я это констатирую, замечаю. И не нужно сердиться, раздражаться, нужно это отмечать.
констатировать, замечать и за этим наблюдать. И чем больше я это отмечаю, констатирую, тем больше я понимаю, что это, скорее всего, мне мешает. Эти картинки являются фантазиями. Вот, я снова хочу себе нафантазировать будущее. И отмечание этого позволяет мне вернуться уже к опыту, к ощущениям, к чувствам и к моим целям и задачам. Следующая рекомендация, она очень сложная, да, трудная. Не, она простая, но трудная, но очень полезная. То есть вот как бы рекомендация идти на ощупь. Вот пример, вы едете в полном тумане на автомобиле и ничего не видно. Или вы едете зимой, когда сильный снегопад. Метель, пурга, буран, все в снегу и ничего не видно. Ну как вы движетесь в такой ситуации? В тумане, да? На ощупь, по ощущениям. Зрение не поможет, ничего не видно. Другой вариант, вот нет электроэнергии, нет света, нет лампочки, вы в темноте и нужно двигаться. Но как вы будете идти? На ощупь в хорошем смысле этого слова, то есть на основании осязания. Может быть чуть-чуть слуха, но в основном по осязанию. Действуем по ощущениям. И иногда это в прямом смысле этого слова, не символически, метафорически. Вот как мы движемся в темноте, доверяя своим ощущениям, в тумане, в неизвестности, в отсутствии света. Вот. Надо доверять осознанию, ощущениям, иначе можно не туда попасть в проблему. Вот. И таким образом у нас возникает опыт доверия осязанию, доверия не зрению, а чувствованию, тактильности, доверия ощущению. Вот. И это можно и нужно перенести на остальную жизнь. То есть моя жизнь – это ощущение реальности. Прежде всего, осязание реальности. И многие говорят, что там радость, любовь, счастье – это светлое чувство. Но мы этот свет в груди не видим. Мы его визуализируем, фантазируем, придумываем. Говорит, что да, у меня там внутренний свет. Мы его там видим, мы его там не видим. Но мы осязаем. Допустим, на противоположности, да, от обратного. Горе, печаль, трагедия, страдания – это осязательное, давящее ощущение в груди. Оно давит, и я осязаю горе, печаль, страдания. Наоборот, радость, счастье, любовь, благодарность – это легкое, расширяющее, излучающее, но осязательное ощущение в груди. Поэтому даже чувства, они осязаемы. Мы не видим радость, мы ее осязательно чувствуем. Вот, поэтому жизнь – это реальность ощущений, ощущение реальности, извините за тавтологию, и это в основном осязание реальности. Вот если кто-то говорит, что он знает чакры и ауру, он, скорее всего, их осязает. Если говорит, что он видит картинки, кружочки, цвета, что там, он, скорее всего, это фантазирует. Поэтому этот тонкий опыт, он осязаемый. Вот. То есть рекомендация: идите на ощупь в хорошем смысле этого слова, прощупывайте жизнь, прощупывайте путь, прощупывайте вехи на этом пути, как будто вы в темноте, но это уже метафора. Вот. И почему это так? Кто-то скажет: лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. А я скажу наоборот. То есть внешность обманчива. Не все золото, что блестит. Мы видим лишь верхушку айсберга. Поэтому рекомендации: не верь глазам своим, фильтруй увиденное, помни, что глаза обманывают, что большинство иллюзий оптические, что не только 80% информации мы получаем через зрение, но и 80% заблуждений, ошибок, иллюзий мы получаем через зрение. Следующая рекомендация. Задавать себе вопрос. Если в контексте внимания, фокуса оно не очень работает,
работает голова, там мысли, тогда мы принуждаем голову к тем мыслям, которые нам выгодны. Я задаю себе мысленный вопрос. А что я чувствую прямо сейчас? А что я чувствую себя в теле? А что я чувствую себя в груди? Вот задаю мысленный вопрос. А что я чувствую в животе, в тазу, может быть даже в ногах? Вот. И тогда голова будет вынуждена отвечать на этот вопрос. Вы думаете, что она не будет отвечать на этот вопрос, но вы просто забыли, как работает интеллект. Он все бросает и бежит искать ответ на заданный вопрос. Вот вспомните такие ситуации. Вы сидите, работаете, чем-то очень заняты. В другой комнате кто-то разговаривает и говорит, например, сколько будет 2 умножить на 3. И вам не вас спрашивают. Вообще спрашивают ребенка, который только изучил там умножение или цифры. И вам хочется крикнуть там свой ответ. Но вас же никто не спрашивал. Или в какой-то другой ситуации 2 человека общаются, один спрашивает, который час или сколько времени. Вас не спрашивали. Но вам хочется ответить. А почему? Да? Там, а какая страна больше по населению? Китай или Индия? И вам хочется дать ответ. А какая страна больше по территории? Да? Вот. В каком году что-то было? И ваш интеллект вследствие своих природы и качеств хочет найти на этот ответ. Поэтому вот подсовывайте ему те вопросы, которые ценны, полезны, вам выгодны и противоборствуют работе мыслей, которые связаны с иллюзиями, картинками и пережевыванием ненужными думаниями. То есть простой вопрос, а что я сейчас чувствую? Иногда немного глупый вопрос, а о чем ты сейчас думаешь, но это не то. Вот. Не спрашивайте людей, о чем ты сейчас думаешь. Лучше спросите, что ты сейчас чувствуешь. Это огромная разница. И когда вас спрашивают, о чем ты сейчас думаешь, скажи, я сейчас ничего не думал, не думала, я сейчас почувствовал, и опишите какое-то свое ощущение. Я почувствовал, что вот я устал, или наоборот я энергичен, мне хорошо, или мне как-то не так. Опишите какое-то свое ощущение. Особенно это касается близких людей. Муж, жена, родители, дети и так далее. То есть, когда вас спрашивают, о чем ты думаешь, опишите свое ощущение. Это и есть жизнь. Жизнь – это не то, о чем я думал. Жизнь – это то, что я ощущал, и можно поделиться маленьким фрагментом своей жизни. Итак, ключевой совет, главная рекомендация формально звучит выключить голову, и много способов я сказал. Причина в том, что интеллект иногда помогает, когда я решаю математическую, физическую, химическую задачу, иногда мешает. И противоположное выключению головы – это включение ощущений. То есть прямое восприятие, непосредственный опыт. Какое у меня чувство, какие у меня желания, какие у меня потребности. Вот, и я живу жизнью только когда я что-то чувствую, а не тогда, когда я о чем-то думаю. Книги, которые были использованы, это книги нашей школы. 9 грах как 9 высших сил жизни, Тантра Джотиш как ключи к карте рождения, книга Настоящие чакры, книга 2 принципа Тантра Джотиша, 9 уровней ощущений человека и 5 состояний человека. И нумерология Тантра Джотиш. Ну и третья часть, она очень длинная. Мы как-то запишем ее в другой раз, тем более время уже завершается. Вот эта тема тантрических техник, тантра-йоги. Возможно, мы проведем вебинар или интернет-курс на эту тему. Итак, на этом будем завершать. Если вы досмотрели это до конца, то я благодарю вас за понимание. Присылайте мне вопросы, темы, запросы для следующих видеовыпусков. Передаю просьбу своих организаторов поделиться этим видео, но только с теми, кто его поймет и оценит.
На этом на сегодня все. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведоврата.